Намасте, мои друзья, или, наверное, правильнее сказать салам алейкум, потому что мы с вами сейчас заходим в исламский квартал. Мы с вами находимся в Индии, в столице ее, городе Дели. И сегодня, как вы могли понять из названия, у меня большой праздник, первые 100 подписчиков. И по этому поводу с утра, когда я увидел эту цифру, у меня появилось желание записать небольшое видео, так скажем, поблагодарить этих людей, немножко пообщаться, поделиться первыми впечатлениями об Индии. Я здесь уже нахожусь третий день, поэтому, может, кому-то это будет интересно. Так вот, к делу. В первую очередь хочу сказать, да, что все, наверное, знают, когда начинаешь какое-то дело, то первые шаги даются крайне тяжело. И очень важна на первом этапе именно какая-то моральная поддержка со стороны в любом случае. И да, спасибо большое. Любой комментарий, любой лайк, просмотр, отзыв давали мне ту самую мотивацию, чтобы продолжать снимать что-то. И вот уже третий месяц я путешествую, и пока не планирую на этом заканчивать. Скорее наоборот, это только самое-самое начало, первый шаг. И, собственно, да, немножко расскажу, раз мы в мусульманском квартале. Объясню в целом ситуацию здесь, об Индии. Основной религией здесь является индуизм. Очевидно, 80% людей исповедуют эту религию, около того. И в районе 15-20 второе по численности вероисповедания здесь это мусульманство, ислам на данный момент. В разные времена этот процент колебался. И сейчас не лучшее время. Сейчас премьер-министр, он открыто исповедует политику против мусульман. Он хочет стать неким отцом индийской нации, и чтобы здесь жили только индусы с вероисповеданием индуизма. Вот так, кстати, это выглядит. Как вы знаете, до недавних пор первенство в количестве населения в рейтинге стран занимал Китай. Но буквально год или два назад эту ветвь первенства переняла Индия. И теперь здесь проживает более 1,5 миллиарда человек. Просто вдумайтесь в эту цифру. Грубо говоря, каждый 4-5 человек на Земле – это индус. И если брать официальные цифры, да, опять-таки, то 20% от этого населения – это 300 миллионов мусульман. Для сравнения, во всей Европе, популяция всей Европы составляет 700 с чем-то миллионов, 730 миллионов. Hello, bro. То есть представьте, это все равно, что каждый второй ваш друг был бы мусульманином, если вы живете в Европе, в Украине, в России. В первую очередь, конечно, в первый момент ты ловишь культурный шок, когда попадаешь в эту среду. 100%. Hello, bro. Потому что здесь, во-первых, у индусов напрочь отсутствует понятие личного пространства. Здесь не знают слова «извини», то есть если кто-то тебе наступит на ногу или будет толкать, это в порядке вещей. Так, без понятия, куда мы идем, где мы находимся. Но тем не менее. Да, изначально, забыл сказать, у меня была идея снять это видео одним дублем. Просто включить камеру и сделать такое в прямом эфире онлайн-видео, без пауз, просто живая прогулка по улице Нью-Дели. Но так как у меня сим-карта работает на старом кодеке, то есть не сим, а карта памяти, она может записывать максимум 4 гигабайта файлы. Ну, то есть на самом деле может больше, хоть на весь объем, но
файлы, превышающие 4 гигабайта, не будут просто воспроизводиться на носителе, на компьютере. Поэтому у меня есть примерно 8-10 минут, чтобы пообщаться с вами, попрактиковаться в своем ораторском искусстве, в разговорной речи. Так уж вышло, что раз я выбрал эту стезю блогера, мне необходимо в этом практиковаться. Хоть я всегда являлся и чувствовал себя глубоким интровертом, мне тяжело всегда давалось общаться, быть в первой роли, то есть в какую-то свою рассказывать позицию, вести диалог. Чаще я просто слушал, предпочитал изредка комментировать. Но так или иначе, сейчас таков мой путь. И поэтому в данный момент я тренируюсь на вас это делать. И, собственно, да, вернемся к теме мусульманства. Здесь, в Дели, проживает, только по официальным данным, 30 миллионов человек. То есть это больше, чем в Москве и Стамбуле вместе взятых. Хотя, опять-таки, это официальная статистика. Например, в том же Стамбуле за последние 5 лет ситуация очень изменилась. Ситуация, опять-таки, очень изменилась, и количество беженцев, иммигрантов может равняться официальному количеству жителей. Но, тем не менее, 30 миллионов человек здесь в Дели, и из расчета 20% здесь живет 6 миллионов мусульман в одном только городе. Для понимания картины, если взять Эстонию, Латвию и Молдову, в этих 3 странах живет меньше жителей, чем только мусульман в одном только Дели. И сейчас мы находимся в самом таком трушном гетто, трушном мусульманском районе, который раньше был отдельным городом, одним из 7 городов, которые располагались на определенном расстоянии друг от друга. Но со временем они росли, расширялись, и сейчас это стал одним полноценным районом Дели. Если у меня получится сейчас быстро найти название этого района, то я с вами поделюсь. Если же нет, то извините. Меграули, да, этот район под названием Меграули. Во всем Дели есть несколько мусульманских районов. Кто-то ближе к центру, к Нью-Дели, кто-то дальше. И, естественно, те районы, которые ближе, там больше сочетание разных народов, религий, большая смесь с индусами. Но сейчас мы находимся, грубо говоря, на южной окраине города Дели. И здесь практически чисто мусульманский район, без индусов. Итак, еще есть пару минут. Еще есть пару минут перед тем, как видео станет нечитабельным. По первым впечатлениям, в Индии, да, как я уже говорил, здесь ты ловишь культурный шок, и даже по прошествии пару дней все равно ты вроде бы уже свыкся, но ходишь и каждый раз тихо офигеваешь про себя, постоянно что-то новое появляется. Когда ты особенно ночью видишь этих людей, которые просто спят на проезжей части, на тротуаре, то внушает некий ужас временами. Но в целом люди довольно улыбчивые, и уровень криминала здесь не такой высокий. Дели находится на 89-м месте, если я не ошибаюсь, в рейтинге самых опасных городов мира. Но по большей части это только кражи и похищение людей. Убийств здесь не так много. Оцените картинку. Надо сказать, что здесь не так оживленно, как в центральном районе, в котором я вчера был. Там просто невероятный трэш, можно простоять. Ну, ты просто стоишь как в муравейнике, застрявший. Здесь хотя бы есть пространство, куда двигаться. Ну и, собственно, вот так вы видите по сторонам, повсюду. Это зона базара, какие-то магазинчики, стритфуд.
Фрукты очень популярны здесь. Всякие фреши. Итак, ребят, видео уже длится 10 минут, поэтому я вынужден закругляться, чтобы можно было его открыть в нормальном качестве. Поэтому спасибо вам большое. Опять-таки, это небесная первая сотня. Для меня вы всегда будете иметь особое значение. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал. Дальше будет много всего разного и интересного. Спасибо. До встречи.